Здравия желаю! Я думаю, что ты и так наслышан о инди-играх, точнее о хоррор-инди-играх, потому что игры в этом жанре относительно легко создать. Типа, придумал короткий сюжет, добавил пару скримеров, а на вопрос «почему у тебя графон такой ужасный?» отвечаешь, что это вообще-то такая задумка, а ты тупой нормис и не поймешь. Инди-игры от игр, сделанных большими компаниями, отличаются тем, что сделаны с душой, понимаете, да, там, что добавляет что-то вроде андерграундности. Но знаете, что лучше инди-игр? Непопулярные инди-игры, чтобы точно можно было похвастаться своим необычным игровым вкусом. Чаще всего инди-игры появляются на двух сайтах, это GameJolt и itch.io. Я выбрал первый вариант, потому что GameJolt задолбал написывать мне на почту. Девочки, как думаете, он влюбился? Отсюда я хочу выбрать, точнее уже выбрал, 3 разных хоррора. И самую лучшую игру, что прямо тронуло меня, при этом имея от силы 30 лайков на своей страничке, я припрятал самый последний. Да, вот так я бачу вас на просмотр видео до самого конца. Выбираем хорроры, ставим стоимость бесплатно и новые. Давно мечтал о робоксах? Тогда заходи на сайт robuy.gg. На этом сайте ты можешь купить робоксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робоксов стоят всего 300 рублей. Robuy.gg имеет множество положительных отзывов, а значит им можно доверять. А еще на robuy.gg ты можешь получить робоксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робоксы с первой покупки друга. Также сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робоксов. Не упусти возможность принять участие и выиграть кучу робоксов. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робоксов после оплаты, круглосуточная работа сайта. Все это на robuy.gg. Ссылка на сайт будет в описании. Первая игра называется «Последняя поездка». И чтобы вы понимали, насколько это андерграундные игры, у этого хоррора 1 лайк. И то самого автора, наверное. И да, во всех этих играх есть куча текста, но при этом ни единой озвучки. И из-за этого я создал небольшую команду из... людей, которые... Как их называют? Актер озвучки? Озвучкер? Ну, вы поняли. Поэтому ожидайте вставки с озвучкой и видео. Я появился на автобусной остановке, и в глаза сразу же бросилась графика. Да, хоть и этот ретро-стиль уже начинает надоедать, точнее, уже надоел, ведь он буквально в каждом втором инди-хорроре, но он мне все еще нравится. На бумаге было написано про «а вот хер вам». В первый раз, когда я проходил, я вроде прочитал, а вроде нет. Короче, сначала ни хрена не понял, а значит вы тоже. Поэтому расскажу об этом позже. Игра сказала мне зайти в свою будку. Да, это очередная игра про кассира, точнее продавца в киоске. Затем ко мне подошел мужик и, постучавшись в открытое окно, сказал: «Только посмотри, да у тебя тут все есть. Красные, зеленые, мне по нраву синие». Он попросил синие гирлянды и довольно депрессивно описал свои последние года. Мужик ушел, и я забрал свои честно заработанные гривны. Затем я заметил некий сундук и записку рядом, говорящий о том, что ключ от этого сундука потерялся, но он в любом случае нам не пригодится. Ага, чеховское ружье подвешено, я понял. Выглянув из окна, я заметил того мужика, что недавно покупал у меня гирлянды. Решил подойти к нему и в итоге застрял в текстурках, из-за чего пришлось перезапускать игру. О, вы открыты? Дайте мне тот набор конфет зимней свежести, самый обычный. Черт, здесь так холодно, что хоть костер разводи. Правда, они давно запрещены здесь, их теперь можно разводить только в городе света. Пришел второй покупатель, рассказавший, что 3 года назад его отца забрали в этот город света, после чего челик остался один. Зато после разговора становится понятно, что автобусная остановка едет в этот самый райский город, о котором все говорят. Вот, я нашла это на дороге в снегу напротив твоего киоска. Наверняка он твой. Пришла третья и последняя покупательница. Она нашла ключ от того самого сундука и отдала его нам. Прогоняем ее игрушками и открываем кейс. Что ж, когда я говорил, что чеховское ружье подвешено, я не имел в виду буквально.
После этого приехал автобус и начался таймер. Быстро прочитав газету, что была в самом начале игры, я узнал, что там было написано, очевидно, про город света, о том, что это страна возможностей и тепла. Но в автобус может сесть только 3 человека, то есть, да, нужно выбрать одного из 3 людей, чтобы застрелить. Я начал анализировать и вспоминать истории каждого. На нахуй, тупая вумен! О да, какой я сигма, я буквально Декстер Морган. Получил экран о том, что, ну, как бы от нее ничего не осталось, и игра закончилась. Решил быстро ее перепройти, это занимает от силы минут 15, и посмотреть, что будет, если не стрелять вовсе. Очевидно, автобус уезжает без нас, и мы остаемся одни, на морозе, без тепла и надежды. Честно, не думаю, что тут есть какой-то глубинный смысл, просто смысл в том, что человек может сделать ради собственной выгоды. И вопрос в том, готов ли ты потерять свою человечность ради этого? Что могу сказать про игру в целом? Ну, разумеется, она так себе, но и плохой я ее не назову. Честно, это и не хоррор так-то, ни одного скримера или напрягающего момента и не было. Даже с учетом того, что игра проходится за 10 минут, геймплей все еще выглядит растянутым. Ну типа, вот эта задержка между переходом посетителей такая нудная и долгая, что я просто херней маялся, ожидая продолжения игры. Но в любом случае, я поставлю игру на B-тир. Следующая игра самая короткая сегодня. Peekaboo Smile. Честно, даже после прохождения игры я так и не понял, в чем смысл названия. Ну и ладно. Мы играем за маленькую девочку, что не может уснуть. К ней приходит какой-то мужик и пялится на улицу с нашего окна, откуда периодически идет яркий свет. Я решил дернуть за звук. Да, это папаня, и он не очень хочет, чтобы я этого делал. Ну и ладно. Он извиняется, что накричал, и предлагает поиграть в игру, раз уж мы не можем уснуть. Честно, я бы не доверял человеку с таким лицом. Он решает поиграть в игру, угадай, что это по звуку. Ну или как это называется, я не знаю. Сначала была кошка, потом курица, где я решил прикольнуться и сказать, что это ее мать. Это собака. Ты права, мой маленький ангелочек. Ты умная девочка. Ты такой смешной, папа. Давай еще угадывать. Ладушки. После чего вспышка повторяется, но папа решает не отвлекаться на это. И его следующим вопросом было... Да, звук истребителя, а потом звук бомбы. Солнышко, послушай меня. Если ты услышишь звуки боевых самолетов или бомб, не бойся, хорошо? Когда услышишь их, начинай смеяться. Вот так. После чего папа говорит, что если они помолятся, то Бог обязательно защитит всех. Но слышится истребитель рядом, и под истерический смех девочки они погибают. После чего нам показывают, как я понял, реальное видео, где девочка смеется из-за звуков бомб. Видимо, игра была основана на этом. Что ж, я думаю, смысл игры очевиден, и мне не нужно пережевывать это. Честно, игра хренового качества, модельки, анимация, ужасный текст, стоковые звуки, но причина, почему она не попадет на F-тир, это сама тема. К счастью, она мне не знакома, но все равно очень нагнетает. Да и то, что игра была вдохновлена реальным случаем, придает шарма. Я думаю, что если сделать качественный ремейк, то выйдет очень даже неплохая игра. Но все же B-тир. Чисто задумкой затащила. Последняя игра на сегодня это Our Long Way Home. Она уже не прямо новая, вышла 2 года назад, но все же дико непопулярная. При заходе в игру сразу же бросается пиксельный стиль и кайфовая музыка. Игра встречает нас с инструкцией по клавишам и повторяет дважды, что Shift это бег. Интересно зачем? Мы видим катсцену, где...
И давайте сразу обозначим, что девушку слева, то есть главную героиню, зовут Диана. На протяжении всей игры нам ее имя так и не сказали, и поэтому я придумал свое. А справа Оля. Да, опять же имя, придуманное мной. Диана мило смотрит на Олю, но затем начинает замечать, что она не отвечает. И да, я тоже сначала думал, что это парень, но после прохождения игры больше склоняюсь к тому, что это девушка. Нас встречает фото с Дианой на выпускном. Наконец-то можно и самому подвигаться, и в глаза сразу же бросается стиль, похожий на Амори. Видимо, разраб вдохновлялся им. Выходим из школы, и можно поинтерактировать с каждым прохожим. Правда, я так и не понял, что означает этот символ медали. Только я хотел выйти, как ко мне подошла подруга в шапке. Немного прошелся и встретил еще одного друга, и теперь нас трое. У магазина с мороженым встретили еще одного братанчика, что предложил нам поесть мороженого. Правда, потом у кого-то оно упало, на что мы никак не отреагировали. Судя по лицу Дианы, она явно была невеселая. Провожаем каждого из друзей до дома и заходим сами, попутно потискав и поспав с котиком. Пройдя через длинный коридор и зайдя в комнату Дианы, она каким-то образом появляется по ту сторону зеркала. Вот она стоит, пялится в зеркало, и появляется символ инь и янь, что по прохождению игры будет появляться очень часто. Пройдя через зеркало, она становится Олей и появляется у озера. Я буду называть это место чистилищем. Диана пытается вернуться, но инь и янь теперь... Инь и инь, не знаю. И пока я уверен, что тебе ни хрена не понятно, что происходит. Но поверь, дальше пазл соберется сам. Мы следуем за Олей и появляемся в чистилище, а потом опять выходим из школы и видим прошлый день. Правда, теперь с прохожими нельзя контактировать, и все они выглядят как Диана. Нас опять встречают наши друзья, и мы идем по домам. Один из кентов расстраивается из-за птички, а в углу можно увидеть Олю. Подруга в шапке тоже расстраивается из-за того, что не попала по мусорному ведру, и в углу мы опять видим уходящую Олю. Внезапно все наши друзья исчезают, и за нами начинает идти целая орда Диан. Но нас в реальность возвращает друг, хоть и все люди вокруг все еще Дианы. Находим друзей, они почему-то убегают от нас, а у нашего дома уже ждет Оля. Честно, немного сложно описывать игру, когда происходят какие-то рандомные вещи, но так и надо. Появляется катсцена, где Диана теряется в серой массе людей на фоне черного инь и янь, а в зеркале стоит Оля, зовя нас к себе. И если инь и янь был черным, то теперь он полностью исчез. Диана со слезами на глазах пялится в зеркало, где стоит Оля. Идем за ней и опять появляемся в чистилище, а затем у школьного выхода. И день опять повторяется. Идем по школьному двору, и теперь все прохожие пялятся на нас. Находим наших друзей, что нас не замечают, и приходит Оля, за которой они все пошли. И лишь один Кент будто что-то заподозрил. Со временем Диана начинает исчезать, но как только посмотрев на свое отражение в зеркале, это проходит. Пытаемся догнать наших друзей, но наши копии останавливают нас. Мы видим, как у одного из наших друзей опять упало мороженое, но на этот раз Оля купила ему новое. Прохожие начали превращаться в месиво из пикселей, после чего я окончательно исчез и фактически проиграл. Ведь если долго не смотреть на свое отражение, Диана полностью исчезнет и надо будет переигрывать. Для того-то нам и повторяли 2 раза, что бежать на shift. Приходим домой, и нас боится даже собственная кошка. А в нашей комнате неудивительно поджидает Оля. Они оба стоят у зеркала, и Диана пытается закрыть себя, после чего полностью превращается в Олю. Появляемся в чистилище, идем по коридору и видим картинку с нашего выпускного. Но теперь там Оля, и все вокруг счастливы. Ходим по лесу и натыкаемся на наших друзей с самой Дианой на пикнике, видимо справляющей ее день рождения. Видим пару вариаций, в одной из которых Диана стоит отдельно и смотрит в озеро. И да, это опять та часть игры, где нужно по-быстрому смотреть на свое отражение, иначе гейм овер.
На последней вариации Диана куда-то пропала, и ее друзья искали ее. День опять повторяется, но теперь улицы почти полностью пустые, а текстурки лагают. Не знаю как, но в этой части игры я кучу раз слился, тупо не успевал добежать до отражений. Нахожу фото с Дианой, где она была относительно счастливой, грустной, и еще 2 фото, зачеркивающие ее. Доходим до дома и видим уже полностью пустую картинку. День опять повторяется, но теперь гличей стало еще больше, и вместо нашего дома теперь сразу идет чистилище. Наши друзья приходят к нашему дому, но не услышав ответа, уходят. В зеркале видел наполовину Диану и наполовину Олю, и день опять повторяется. Но теперь по всей улице разбросана куча символов инь и янь, а за нами следуют люди в капюшонах. У дома была целая толпа черных людей, главаря которых, видимо, была Оля. Смотрим в зеркало, и Оля уже занимает 2/3 нашего тела. Ходим по лесу и видим, как с каждым разом Диана и инь и янь разделяются все больше и больше, пока за место Дианы не появляется Оля. А в отражении она занимает уже 3/4. Происходит, честно, непонятно что, а в зеркале мы уже полностью превратились в Олю. Кучу раз перепрохожу одну и ту же сцену, где Диана не успевает догнать Олю, но с каждым разом у нее получается все лучше и лучше, пока вся комната не превращается в бардак. Но затем у Дианы получилось догнать ее, и образовался инь и янь. Теперь мы играем за Олю. Уходим в правую сторону от нашего дома, где, оказывается, и был тот пикник вместе с чистилищем. Оля, точнее уже мы, говорит, как рада их всех видеть спустя столько времени. Правда, вот, видимо, ее друзья не так уж и рады. Мы подходим к чистилищу, где наконец начинается первый диалог между Дианой и Олей. Почему это происходит? Когда все это началось? Я даже не уверена, что помню, какими вещи были раньше. Когда мы были едины. Когда нам не нужно было искать каждый день самих себя. Я просто боюсь, что ты никогда и не была частью меня. Но я хочу продолжать искать. Я хочу продолжать пытаться. И только затем, наверное, мы сможем вернуться к тому, как все было раньше. Я могу найти тебя, и мы сможем стать самими собой вновь, нашими реальными личностями, теми, кого все достойны. Теми, кого все любят. После чего наши друзья видят нас и спрашивают, где мы были все это время. Все, чего мы хотим, это просто понять тебя. Ты слышишь? Знать, что с тобой все в порядке. Увидеть себя счастливую еще раз. Мы просто хотим вернуть тебя старую. Мы видим, как они четвером стоят на выпускном. Они показывают символ любви, на что Диана отвечает взаимностью. Нам показывают идеальный инь и янь и катсцену из самого начала, где Оля по итогу пропадает вместе с белой половиной. И вместо картинки с Олей появляется настоящая Диана, счастливая Диана, в окружении своих друзей на школьном выпускном. Вот такая вышла игра. Она мне дико понравилась, прямо в сердечко попала. Очевидно, S-тир. Я очень надеюсь, что своим пересказом смог передать свои ощущения от нее, реально будто нашел алмаз. И делать теории по ходу прохождения было реально интересно, так как игра-то не популярна и в интернете почти ничего не написано, да и сам автор не говорит сюжет напрямую, из-за чего собирать этот пазл одному очень интересно. Что ж, я думаю, что была девушка Диана, которая не любила саму себя. Это видно, когда она закрывала свое отражение. Близился школьный выпускной, и она захотела измениться. Притвориться другим человеком, а конкретно Олей, которая и душа компании, и друзьям поможет, и вообще ее все любят. Ведь Диана считала саму себя стороной инь, то есть плохой, и решила создать сторону янь, белую, хорошую. Но хоть и все было отлично, друзья начали замечать, будто их Диана фальшивая,
пытается быть тем, кем не является, и это изменение многим не понравилось. Это был как черный костюм Человека-паука, то есть он дает тебе больше силы, любви, уверенности, но при этом губит своего владельца. И если Диана долго не будет всматриваться в свое отражение, то она потеряет настоящую себя. По итогу она решает отпустить Олю навсегда, поняв, что может быть счастливой и самой собой одновременно. Есть куча текста, но ни один... Блядь, какой не...